В горах Мадрианских небесных островов, в горной гряде на юге Аризоны, сосновые леса тянулись словно зеленые ленты, подвешенные над сухими долинами. Когда-то эти места были домом для множества больших кошек, леопардов, чьи силуэты и следы входили в легенды. Но годы нещадно истощали популяцию. Следы постепенно исчезали, и в конце концов в дикой природе осталось лишь несколько особей. Живое свидетельство угасающей легенды. Среди них жил один леопард. Одиночка. У него не было семьи и друзей, никто не звал его по имени. Раньше он был могучим хищником, великолепным, как золотая тень под листвой, быстрым и настороженным. Но прошедшие месяцы и годы притупили его инстинкты. Что-то от пламени, что горело в нем, угасло, словно его задуло время. Одиночество проникло в каждый его вздох, тихое и настойчивое, как ветер, свистящий в горных расщелинах, и оно отнимало у него силы медленнее, но увереннее, чем голод. Ночи проходили по одному и тому же сценарию. Он забирался на вершину холма, смотрел на мерцающий горизонт и вслушивался в темное пространство, в надежде услышать ответ, который так и не приходил. В те часы воспоминания о былом величии то и дело всплывали в его разуме. Охоты, бегство по лесу, запахи ранней добычи, мягкая тень под звездами. Но реальность была сурова. Дни приносили все меньше и меньше удачных встреч с добычей, а силы таяли. Однажды утром, когда первые лучи солнца легли полосой сквозь кроны сосен, он решил пересечь пределы привычной территории. Тело было истощено. Многие дни без охоты сказались на мускулах и ребрах, которые теперь проступали под шерсткой. Но в его глазах все еще мерцала решимость. Не горькая, а скорее усталая, собранная, как обещание продолжать. Он прошел лесными тропами, обошел ручьи, пересек мохнатые корни и мимо небольшого водопада вышел на тропу, по которой часто подходили олени к водопою. Эта тропа вела к краю леса, где ветер приносил новый запах. Запах асфальта и машин, звук моторов, похожий на реку человеческого мира. Перед ним распростерлось шоссе Пи-19, серая лента асфальта, как нечеловеческий клинок, разрезавший дикую природу. По краям стояла проволочная сетка, вытянувшаяся на многие километры, поставленная, чтобы мешать животным пересекать дорогу. Леопард остановился у ограды и долго смотрел через дорогу. Там, на другом склоне, лес продолжался, темный, прохладный, манящий. Он медленно пошел вдоль сетки, ощупывая лапами путь, вглядываясь в щели, ища слабое место. Днем тень его увеличивалась на желтой сухой траве, но он не сдавался. Надежда вспыхнула, когда он обнаружил небольшой разрыв в сетке, словно зияющее отверстие, проделанное ветром. Хрупкая надежда, но достаточно сильная, чтобы заставить его подтянуть голову и просунуть через разрыв плечи. Попытка протиснуться оказалась опасной. Сеть была тесна, стальные проволоки врезались в кожу и мех, сжимая плечи и бедра, словно невидимые когти. Он дернулся, напрягся, мышцы катились волнами, но чем сильнее он сопротивлялся, тем крепче обхватывала его проволока. Дыхание стало частым, боль ревела в лапах и животе, голос, горький рев сливался с ровным гулом машин. На дороге машины не замедляли хода, кто-то помедленнее отвернул взгляд, несколько людей коротко посмотрели, но никто не останавливался. Для них это было мимолетное зрелище, странный эпизод на фоне своих дел. Первые силы покинули его. Передняя часть тела застряла в сетке, задняя лежала, припав к земле. Зрачки, что когда-то сверкали золотом, потускнели, дыхание стало прерывистым. В такой момент, когда казалось, что тьма готова закрыть его навсегда, по дороге донеслись шаги. Они были легкие и отчетливые в горячем воздухе. Подходил Итан Уокер, работник дорожного обслуживания, направлявшийся к станционной базе. Когда он увидел животное, замер, словно какая-то невидимая нить схватила его. Итан не бросился вперед. Он подошел осторожно, не делая резких движений, стоял и наблюдал с уважением и жалостью.
Леопард повернул голову. В его взгляде не было ярости, только утомление и молчаливый моль для помощи. На ближайшей панели Итан заметил табличку службы рыб и дикой природы США с экстренным номером. Он вытащил телефон и позвонил. Диспетчер сказал ему оставаться на месте и немного отойти в безопасное место. Помощь уже в пути. Но Итан не мог просто уйти. Он остался, наблюдая за дыханием животного, тихо шепча: «Держись, не сдавайся». Спустя 15 минут по обочине подъехал спасательный автомобиль рейнджеров. Из него вышли двое – Альварес и Коул, опытные рейнджеры, которые много лет занимались спасением крупных животных. Они двигались спокойно и профессионально, оценивая ситуацию, чтобы не причинить леопарду лишнего страдания. Коул приготовил транквилизатор и выстрелил в неушибленное плечо. Точная доза, чтобы усыпить, но не навредить. Постепенно дыхание животного стало ровнее, движения замедлились, и он погрузился в глубокий сон. Альварес тем временем аккуратно распиливал проволоку большими кусачками. Каждый разрез был медленным и точным, им нужно было распустить сеть, не рвая кожу. Когда сетка наконец распалась, они плечом к плечу вынули тяжелое, дрожавшее тело из ограды. Оно было легковесно в руках спасателей, как разбитая надежда. Быстрый осмотр показал царапины, небольшие гематомы и явное истощение от голода. Кошка была истощена до предела, но жизненные функции еще сопротивлялись. Его уложили на носилки и поместили в специализированный автомобиль, который доставил его в лесной спасательный центр. В ветеринарном кабинете доктор Хелена Круз ждала уже с подготовленным набором: оборудование для перевязок, инфузии, обезболивающие. Ее взгляд был тревожным, но уверенным. Она много раз видела такие случаи. Проверив температуру и пульс, она начала обрабатывать раны на плечах и бедрах, давать обезболивание и капельницы. Сначала поддерживающие, чтобы вернуть хоть какой-то баланс жидкости и электролитов, затем слабую дозу питательных веществ. Дыхание животного стало более ровным, оно еще было слабо, но нежданное жило. Через несколько часов начались первые признаки стабилизации. Его поместили в просторный полузаповедный вольер с настоящей тенью деревьев, естественной почвой и укромными уголками. Там при первых лучах солнца он проснулся. Медленно открыл глаза, зрачки расширились, и мир показался ему заново. Знакомые запахи леса, сырой мох, влажная земля и отголоски своего собственного дыхания. Он встал, тяжело, словно под тяжестью собственного прошлого, сделал несколько шагов и внял запахом, которые прежде были его спутниками. Запахи, что говорили о жизни, о добыче, о воде. Весь день рейнджеры и ветеринар наблюдали за ним, поддерживали, приносили свежую пищу и медленно восстанавливали его силы. Его шерсть, испачканная и свалявшаяся, постепенно приобретала обратно свой медовый блеск. Движения возвращали грацию. В тихие часы доктор Хелена беседовала с рейнджерами, рассуждая о том, как важно поддерживать и ограждать этих животных. Каждая спасенная жизнь – это шанс на восстановление популяции. Но у нас мало мест, где они могут вернуться и найти себе пару. На следующий день леопард был сильнее. Силы еще не были прежними, но он уже мог уверенно стоять на лапах и выбирать места в вольере, где было прохладнее и безопаснее. Рейнджеры готовили транспорт, большую железную клетку с хорошей вентиляцией и мягкой подстилкой, чтобы доставить его обратно вглубь леса. Они знали, возвращать животное в дикую природу – это цель, но делать это надо тогда, когда шансы на выживание максимальны. Перед отплытием Коул и Альварес обсуждали маршрут. Нужно было найти место, где еще видели других больших кошек, где был достаточный корм и укрытие. Грузовик медленно ехал глубже в национальный лес. Воздух становился свежее, тише, наполненный запахами хвои и влажной почвы.
Здесь лес был густой, прохладный, полон звуков. Стрекотание насекомых, призвуки птиц, шорохи мелких зверей. Иногда вдали можно было услышать звуки, похожие на вой совы, напоминание, что лес живет своей жизнью. Они поставили клетку на ковер из сухих листьев под большим ветвистым деревом. Дверь открыли медленно, чтобы не напугать ветерана битв с судьбой. Леопард вышел не торопясь, не в панике, а с той спокойной собранностью, что бывает у тех, кто подошел к границе между жизнью и смертью и вернулся обратно. Он прислушался к лесу. Звуки отзывались в нем древним, почти незримым тоном, зов предка. Затем он сделал первые шаги, грациозные, упругие, как ветер среди листьев. Его тень растаяла в полосах света и тени, постепенно растворяясь в лесном полете, но уже не такая тяжелая, как раньше. Перед тем, как уйти в чащу, он обернулся. В его взгляд вернулась доля любопытства. Мир снова был возможностью, а не только угрозой. Рейнджер Коул стоял под деревом долгое время, наблюдая, затем тихо сказал: «Надеюсь, он найдет своих сородичей». Альварес, опираясь на палку, кивнул, и в его глазах была та же глубокая печаль и надежда. И пусть ему больше никогда не будет одиноко. Но история не заканчивается тем, что животное просто ушло в лес. В последующие месяцы рейнджеры продолжали патрулировать те участки, где его выпускали преимущественно вечером и ночью, отмечая следы и следя за состоянием экосистемы. Они находили следы, глубокие отпечатки лап в мягкой земле, свежие охотничьи отметины в кустах, иногда следы когтей на коре старых деревьев. Раз в несколько недель приходили сообщения от местных жителей, фермеров и пастухов о замеченной большой кошке у водоемов. Эти сообщения не всегда подтверждались, но дали надежду, что наш герой сумел адаптироваться. Доктор Хелена и рейнджеры также работали над тем, чтобы сохранить и расширить ареалы, где животные могли спокойно жить. Они устанавливали дополнительные предупреждающие знаки на дорогах, работали с местными властями над устройством подземных переходов для животных, проводили информационные встречи с сообществами, объясняя, как жить рядом с дикой природой и каким образом уменьшить конфликты. Итан, тот самый дорожный рабочий, который позвонил и не смог уйти, по приглашению рейнджеров приходил на занятия и рассказывал, как важно замечать и помогать. Его уважение к природе углубилось, и он стал волонтером, который следил за одной из трасс. Прошли месяцы. Однажды в ясный вечер рейнджеры обнаружили несколько свежих следов, не одиноких, а несколько на одной тропе, как будто кто-то шел рядом. Следы вели к густой тени каньона, где река петляла меж скал. Альварес и Коул переглянулись. Это могло означать одно – возможная встреча с сородичами. Они не вмешались. Лес Каммаус – это место, где судьбы решаются не нами. Но в их сердцах поселилась другая уверенность. Спасение одного животного имеет значение не только для него самого, но и для надежды, что вид может возродиться. В глубине леса жизнь начинала заново, тихая, упорная и полная надежды. Леопард, который когда-то шел к краю пропасти, теперь шагал по тропам, где его следы могли встретиться с чужими следами, и это считалось маленьким чудом. Люди же, которые стали свидетелями его спасения, научились видеть: одна спасенная жизнь – это не просто отдельная история, это напоминание о взаимосвязи всего живого и о том, что даже в больших переменах один поступок сострадания может изменить много судеб.